Всем привет! Расскажу и покажу, каким образом можно замерять расстояние до цели, используя только прицельную сетку винтовки или бинокль. Показывать буду, используя редактор игры Arma 3 и модного снайпера в масхалате с хорошей снайперской винтовкой. В конце будет цель с изюминкой. Сильно вдаваться в теорию не буду, благо статей и видео на эту тему полно. Сфокусируюсь на примерах. Запомните основное, определять будем расстояние по милдотам, или в советской терминологии по угловым размерам или тысячным. На некоторых прицелах может не быть никаких подсказок. Могут быть, например, ростовые подсказки, как на ПСО. Но чаще встретить можно именно милдоты на прицельных сетках в разных исполнениях. Одна из продвинутых разновидностей такой прицельной сетки – это TMR – Tactical Milling Reticle. Сейчас попробуем замерить с ее помощью расстояние до цели. Рост прямостоящего пехотинца в игре равен примерно 1,75 м, в шлеме 1,80 м. Считаем рисочки, примерно 11 милов. Подставляем формулу, где нужно умножить высоту или ширину объекта в метрах на 1000 и разделить на количество милов. Получилось 164 метра. Выставляем поправку по таблице и смотрим результат. На таком расстоянии было несложно. Дополнительно замеряю дальномером. Все верно, идеально, 164 метра. Есть и более навороченные прицелы. Давайте возьмем один из таких и замеряем аналогичным образом расстояние до другого персонажа чуть дальше. Каски нет. По вертикали получается примерно 3,8 милов. Подставляем формулу, рост 1,75 м умножаем на постоянную 1000 и делим на количество милов 3,8. Получается 460 метров. Вношу поправку по таблице. Задерживаю дыхание, между стуками сердца жму на курок. -1, отлично. Проверяем дополнительно дальномером. 482 метра. Ошибся на 20 метров, не критично на таком расстоянии. Теперь возьмем прицел с более простой сеткой. Как раз подоспел еще один враждебно настроенный пехотинец в шлеме. Замеряем количество милов по вертикали. Получается ровно 3. Подставляю формулу. Получается в результате 600 метров. Заодно давайте посмотрим на этого же человечка из стандартного бинокля. Тут нарисованы те же милдоты, только десятками, с черточками по 5. Прикладываем шкалу. Те же 3 мила. Окей. Так что биноклем аналогично можно пользоваться для определения расстояния. Вношу поправку и пробую обезвредить явно замыслившего что-то злое плохиша с автоматом наперевес. Плохиш повержен. Мир спасен, можно не переживать. Внезапно по рации передают о затаившемся рядом подозрительном снайпере. Давайте представим, что он лежит, и мы замерить рост не имеем возможности. В таком случае можно замерить плечи. Ширина плеч обычно считается как полметра. В милах по горизонтали на глаз выходит что-то между 0,8 и 0,9. Возьму 0,85. Выходит 588 метров. Примерно те же 600. Стреляю. Еще один плохиш обезврежен. Теперь пробую разобраться с противником на большом расстоянии. Получится ли нам обезвредить его без дальномера? Шлем в арме может плохо отображаться на расстоянии, поэтому считать буду рост как 1,75 м. По милам выходит 1,5. Формула 1,75 умноженная на 1000 и разделенная на 1,5 выдает 1166 метров. Осталось сделать поправку и произвести точный выстрел.
Увы, отключить ветер для этой симуляции у меня не получилось из-за бага свежего обновления игры. Поэтому замеряю ветер и делаю небольшую поправку по горизонтали на глаз. Что ж, противникам от меня не скрыться с такими навыками определения дистанции. Этот плохиш с собой еще и гранатомет прихватил. Точно асоциальный тип. Замеряем расстояние до цели дальномером. 1140 метров. Отличный результат. Теперь рассмотрим другой случай. Если нет противника, а расстояние измерить нужно, ищите предметы или строения, размерности которых вам знакомы. Например, есть здание рядом. Высота этажа стандартного здания обычно в районе 3 метров. Замеряю милами второй этаж. В нашем случае получается чуть больше 5 единиц. Возьму 5,2. По формуле получилось 576 метров. Надо проверить. Дальномер показал 556 метров. Нормально, с задачей справились. И вот, когда оказалось, что все плохиши повержены и спокойная жизнь горожан может продолжаться, рядом притаился подлый танк в засаде. Думаю, стоит его обездвижить. Замеряем расстояние. Высота стандартных советских танков примерно 2,2 метра, длина 6,8. В милах вышло 4 и 12 соответственно. По формуле получается 550 и 566 метров. Чудесным образом у нас оказался противотанковый гранатомет, лежащий рядом. Его прицельная сетка, кстати, имеет тоже свои подсказки. Не знаю, на какую длину техники именно это рассчитано, но нам она подходит. Целюсь на примерные 550 метров. Внимание, выстрел! Вот и все. Танк никуда более не поедет и никому не навредит. И немного взорвался в итоге. Похоже, я чуть перестарался. Ну да ладно, надеюсь, вам инструкция оказалась полезной. Выражаю благодарность комрадам Асису и Бендеру за вдохновение и помощь в создании этого видео. Ссылки на их каналы добавлю в описании. Если досмотрели до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, а я пойду думать, что еще полезного записать можно. Всех благ, пока-пока.